Привет, друзья! В этом видео я сравню классическую акварельную кисть в форме капли из колонка и каллиграфическую кисть. Посмотрим, какими параметрами обладает китаец и для чего ее можно использовать и как она работает в сравнении с обычной классической кистью для акварели. Кисти я взяла примерно одинакового размера, они одинаковые по диаметру, вот я показываю, что да, приблизительно одинаковые по диаметру, примерно одинаковые по высоте ворса, чуть-чуть длиннее высота видимого ворса у каллиграфической кисти, но здесь есть нюанс. У каллиграфической кисти еще большое количество ворса, не могу сказать точно, не проверяла, не распаковывала, но большое количество ворса находится внутри древка. Это во многом обуславливает ее свойства. А какие свойства мы сейчас посмотрим на практике. Я смачиваю кисть, вам не видно этого на видео, но поверьте мне на слово, я использую там остатки краски, немножко выдавила обычной туши, потому что она более жидкая и дает более видимый эффект. Смачиваю кисть максимально настолько, насколько она может взять на себя влаги, и начинаю рисовать линию. Каллиграфическая кисть по ощущениям берет на себя много влаги. Вот я делаю линию, делаю еще одну линию, то есть вы видите, я не убираю, и только вот где-то на третьей линии, даже на четвертой, у меня заканчивается влага. То есть каллиграфическая кисть набирает на себя довольно большое количество воды. И это у меня еще небольшой размер. Каллиграфические кисти часто бывают еще больше. Но я специально взяла одну весовую категорию. Давайте посмотрим, насколько тоненькие могут быть линии, которые рисует каллиграфическая кисть. Для того, чтобы не было большое количество влаги, я промакиваю немножко, вот я сейчас об салфетку промакиваю не кончик кисти, а промакиваю немножко основание кисти, для того, чтобы немножко собрать, убрать влагу. Кончик у кисти собирается хорошо, несмотря на то, что сама кисть довольно такая объемная, у нее нет вот этого среза, как у классической кисти, но в кончике она все равно становится более узкая. У нее эта узость достигается за счет того, что внутри самой кисти волосы становятся короче. То есть в классической кисти внешние волоски становятся короче, а она срезана таким образом, что она образует форму капли. А каллиграфическая кисть наоборот, у нее внешние волоски длиннее, а внутренние волоски, они более мягкие, они другой породы. И внешние волоски длиннее образуют такую капельку. Вообще каллиграфическая кисть довольно хорошо держит форму. Она для этого создана. Есть много каллиграфических приемов, которые связаны с определенной силой нажатия, определенным мазком. И каллиграфическая кисть хорошо держит изменение формы. Она оставляет мазки как по горизонтали, так и по в таком в развернутом состоянии, оставляет четкие тонкие линии, то есть здесь вариации того, какие она может оставлять мазки, очень большой. В том числе ее можно расплющить пальцами, сделать из нее метелку и таким образом рисовать там шерстку, травку, иголки. То есть вот если вы вспомните китайские картины, на них есть такие сосны, частый сюжет, когда такие старые сосны на каком-нибудь утесе стоят. Вот в том числе с помощью вот такой метелки можно неплохо рисовать иголочки у сосен, или какую-нибудь травку. Хорошие дает кисть мазки, она довольно мягкая. Я забегая вперед скажу, что по ощущениям она мягче, чем классическая колонковая кисть. Но при этом за счет того, что у нее внутри более мягкий ворс, а снаружи ворс более упругий,
она получается довольно управляемая. То есть, например, если мы берем кисть из белки, она мягкая сама по себе, и она хуже управляется. Каллиграфическая кисть, у них довольно сложно понять, из чего у них состав. Там обычно это надписи из Китая, и, честно говоря, все, что там присутствует на рынке России, возможно, там ближнего зарубежья, это что-то китайское, и, как правило, это вот все тот же ассортимент, который присутствует там на Алиэкспресс, и это там что-то из там обычно в описании написаны какие-то непонятные там красные волки, зеленые собаки и так далее. Давайте теперь сравним с обычной кистью. Вот видите, уже на первом мазке у меня закончилась краска. То есть обычная классическая кисть, она берет гораздо меньшее количество влаги, чем в сравнении с каллиграфической. Она хорошо управляется. Колонковая кисть или кисть синтетика, например, имитация колонка, она более управляемая. Если вы сравните вот эти вот завитки, мне вот этой кистью было рисовать их проще. Возможно, если у каллиграфической кисти более внимательно регулировать количество влаги, ей тоже будет несложно рисовать, но здесь мне было проще завитки рисовать вот этой кистью. А вот сделать какие-то красивые мазки этой кистью оказалось сложнее. То есть если вы перемотаете видео и посмотрите на то, как я делала мазки каллиграфической кистью, у меня это получалось за раз. Здесь мне пришлось несколько движений сделать для того, чтобы получить ровный мазок. Эту кисть тоже можно сплющить, но она очень быстро собирается обратно в свою форму, и вот такие вот приемы сухой кисти, приемы протирания, ей получаются гораздо хуже, потому что она быстро собирается в свою форму и старается там так и оставаться в такой стабильной форме. Довольно удобно ей делать мазки, как я уже сказала, эта кисть довольно хорошо контролируется. У меня уже кисточка старая, не знаю, ей уже 2 года, у нее немножко стерся кончик. Возможно, новая кисть с более острым кончиком давала бы более аккуратные окончания листочков. Но в данном случае у меня кончик уже подстерся, и приходится делать дополнительный мазок для того, чтобы сделать красивый какой-то кончик листочка. То есть с каллиграфической кистью это получалось. Вот именно извилистые такие листочки, они получались как-то проще и легче. Она на это настроена. То есть каллиграфическая кисть настроена на то, чтобы писать вот такие вот определенные сюжеты. Ну что ж, теперь давайте попробуем с вами сделать небольшой рисунок, чтобы уже на практике увидеть, потому что одно дело, когда мы работаем, сделали несколько приемов, другое дело, когда мы попробовали уже нарисовать рисунок. Здесь все гораздо более понятно становится и больше вариантов почувствовать то, как ведет себя кисть. Я нарисую 2 похожих сюжета с гранатами на веточках, висящими в таком. У меня были вот обрезки бумаги, я решила на них поэкспериментировать. На что я обратила внимание? Цвет хорошо контролируется, нету излишнего количества влаги, влагу просто контролировать, но приходится чаще набирать. Цвет хорошо вытирается, легко протирать какие-то места, то есть вытирать такой кистью хорошо и удобно. Мазки делаются неплохо. В принципе, если кисть не лохматая, не убитая, она делает хорошие тонкие линии. Вот у меня получились разной толщины ветки. Я пробовала и горизонтально проводить мазки, пробую делать листочки в разных направлениях, делать мазки для того, чтобы получить разнонаправленные листочки. Кисть справляется совсем нормально, хорошо, комфортно. Бумага у меня хлопок, Баохонг.
Ну, тут важно сказать, потому что она тоже помогает рисовать, она хорошо держит влагу, и я к ней привыкла. При этом это среднее зерно, оно довольно фактурное. Ну, вот такая у меня получилась иллюстрация. Я там ориентировалась на такой китайский стиль, стиль китайской техники, коль уж я сравниваю с каллиграфической кистью. Хотелось попробовать, могу ли я обычной кистью нарисовать какую-то иллюстрацию, которая будет напоминать китайскую. Теперь я пробую каллиграфическую кисть. Здесь сразу идет в работу то, что она набирает больше влаги. Вытирать ей тоже получается, то есть вы видите, я вытерла предыдущего граната. Я набираю цвет и прям размачиваю его влагой, потом еще излишки собираю, вытираю. Иногда, конечно, большое количество влаги немножко мешает, особенно когда нужно какое-то более подконтрольное действие, и не всегда, ну, к этому нужно привыкнуть, к любой кисточке нужно привыкнуть, потому что если ну, с непривычки взять ее, привыкнув работать с синтетической кистью, которая еще меньше влаги набирает, можно немножко утонуть в этом количестве воды, и это будет мешать и раздражать. Я к этой кисточке уже привыкла, я ее хорошо чувствую, поэтому мне несложно контролировать. У меня в руке салфетка, и я промакиваю излишнее количество влаги салфеткой. Очень удобно и красиво получается рисовать такие тонкие извилистые линии, таких ломаных веток. Кисть хорошо реагирует на изменение нажима, она дает разной толщины линии. Кисть очень хорошо реагирует на покачивания такие, для того, чтобы получить вот какие-то извилистые такие листочки немножко с закруглением. И так как кисть держит на себе много воды, довольно просто нарисовать довольно длинные такие и ветки, и листочки. Все это дается довольно просто. А теперь давайте посмотрим в сравнении на иллюстрации, которые у нас получились. Здесь можно, конечно, сказать, что дело не в кисточке, а в том, у кого откуда растут руки. Это, конечно, тоже влияет, и понятно, что в руках мастера и палкой можно нарисовать что-то очень красивое и прекрасное. Но, тем не менее, посмотрите на такие моменты. В иллюстрации, которая у меня нарисована каллиграфической кистью, получились более длинные листья, и они смотрятся более легкими. Почему? Потому что на них меньшее количество мазков. Для того, чтобы нарисовать листья обычной кистью, мне приходилось делать несколько мазков, они так или иначе друг на друга накладывались, поэтому они получились немножко другие по виду, не такие легкие. Думаю, вы уже заметили, что мне каллиграфическая кисть очень нравится. Я ни капли не жалею, что однажды ее приобрела. Я постоянно присматриваю себе какие-нибудь еще новенькие каллиграфические кисти. Не могу сказать, что это что-то, что заменяет все другое. Обычная классическая синтетическая или колонковая кисть — это удобный универсальный инструмент, она хорошо контролируется, хороша для предсказуемых мазков. Каллиграфическая кисть позволяет разнообразить вашу технику, упрощает многие моменты, например, рисование листвы, какие-то заливки, какие-то специальные приемы сухой кистью, травкой и так далее. Я в основном использую каллиграфические кисти на более крупных форматах, так как они набирают большее количество воды. Классическая колонковая кисть у меня идет в ход, когда речь идет об чем-то небольшом, чем-то, в чем нужен предсказуемый результат. Напишите в комментариях, какими кистями пользуетесь вы и какие вы больше любите. Если вам было полезно это видео, не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал, здесь еще много интересного. А если у вас есть материальная возможность поддержать развитие моего канала, подписывайтесь на Boosty и Patreon, там много разных уроков, все ссылки в описании.